Всем привет, друзья! Сегодня у нас до безобразия простое и с другой стороны требующего понимания, как его правильно приготовить. Настоящее мужское блюдо – бараньи пистолетики или баранья корейка. Мариновать будем очень просто. Для этого нам понадобится соль и перец. Поехали. Замаринуем. Вы скажете, здесь много жира, его стоит срезать. Я вам скажу, этот жир очень вкусный. Он прогреется, даст неповторимый аромат, расплавится, соответственно, будет очень вкусно. Вот, хочу огромное спасибо передать своему мяснику Эдуарду. Эдуард, тебе привет. Классная корейка. Вот буквально вчера забирал это мясо. Оно просто свежее, блин, вообще просто обалденное мясо. Качественное. Спасибо. Так, соль. Сколько прилипло, ни больше, ни меньше. Пересаливать тоже не нужно. Достаточно. То же самое с перцем. Перчик у меня дробленый, мой любимый, Rellfield. Вот хотел сказать, что этот перец дробленый, изготовлен из селекционного перца горошком, фракционный и сепарированный. Дай бог, если вы знаете, что это такое еще. Друзья, если вы знаете, что такое фракционный и сепарирован, напишите об этом обязательно в комментариях. А мы продолжаем перчить. Все, отлично. Переворачиваем и делаем с другой стороны аналогично. Мясо будет просто пушка. Обожаю баранину. Особенно кореечку. О! Мясо пока отставим в сторону. Займемся лучком. Замаринуем лучок. Друзья, между прочим, мы здесь будем делать не только баранью корейку. Будем еще делать аджап сандал. Вот. А к баранье очень хорошо подходит красный лук. Поэтому замаринуем его напополам, а далее тонкими лепестками. Друзья, не сомневайтесь, лепестки бывают и из лука. И со второй половинкой аналогично. Смотрите, какие тоненькие слайсы получаются. Класс. Так, отправляем лучок. Посмотрите, какой у нас он красивый. Туда немного соли. Достаточно. Далее я возьму стевию. Это заменитель сахара. Мне нравится больше со стевией. Я не употребляю сахар. Соответственно, он очень сладкий, поэтому советую прям на кончике чайной ложки. Я, конечно, на глаз, я уже знаю. Вот так вот. Все, этого достаточно. Немного перчика. Ну и яблочный уксус. 1 столовую ложку. Можно даже чуть больше, 1,5. Вот так вот будет достаточно. Сейчас лучок мы перемешиваем, отставляем в сторону, он пока замаринуется. Мы будем жарить шашлык и готовить аджап сандал. Друзья, если вы еще не видели это видео мое с аджап сандалом приготовление, ссылочка будет вон там вот вверху. А пока займемся прогревом угля. Вот у нас разжигается в стартере. Ждем, после этого начнем жарить. Друзья, не отключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы скоро продолжим. Я, кстати, хотел похвастаться, гриль отмыл, вот ему 4 года. Смотрите, как выглядит, как новый практически. Так что вот так вот, Шумовит творит чудеса. Шумовит, если вы хотите интеграцию, пишите, пожалуйста, в комментарии. Ох, баклажанчики. Отлично. Перчик, зеленушка попала. Помидорка. Оп.
Все, закрываем, прогреваем овощи. Друзья, смотрите, здесь все просто достаточно. Баклажан, если взорвался, ну то есть кожица его треснула, перевернули. Помидор начал чуть течь, отставили в сторону. Все готовится по-разному. Перец дольше доходит, помидоры быстрее. В общем, следим, продолжаем. На самом деле советую посмотреть мой ролик полный. Дальше снимать не буду от Жабсандал, чтобы вы перешли и обязательно глянули это видео. Друзья, ну что, пора закладывать наше мясо. Отправляемся сюда чуть поближе. Видите, как я и говорил, перчик готовится чуть дольше. Закладываем мясо. Соответственно, жир держим дальше. Будем готовить на непрямом жару. Вот так вот. Видите, у нас все не поместилось, у нас гриль достаточно маленький. Бараний жир достаточно хорошо горит, и чтобы не было вспышек пламени, соответственно, мы готовим в зоне непрямого жара. Да, так готовится гораздо дольше, но результат просто вас очень удивит. Можете то же самое готовить на обычной решетке. В общем, продолжаем. Смотрите, видите, жирок потихонечку начал темнеть. Все отлично, наша кореечка готовится плавно, методом low and slow. Друзья, не отключайтесь, продолжаем. Ну что, посмотрим. Прошло 15 минут. Отлично. Класс. Результат радует. Друзья, в общем, смотрите, какая красотища. Кореечка плавно доготавливается. Конечно, жир подкапывает. Вспышки периодически получаются, но в любом случае от этого можно легко уйти. Закрываем доступ кислорода, и вспышки все пропадают. Видите, вспышек нету. Все шикарно. Так что вот так вот берите на заметку, лайфхак. Не бойтесь вспышек, все бывает. Опа. Класс, кореечка жарится. Дымок какой. Скоро будем пробовать, друзья, не отключайтесь. Не могу все насмотреться на свой гриль, он как новый, реально блестит, как самовар. О, это просто шикарный результат. Класс. Бомба. Закрываем, а то у нас жир там начал воспламеняться. В общем, вот такой вот шикарный результат. Друзья, сейчас добавим немного лучка. Вот так вот. Так вот порционально. Кто как хочет. А можно вот так вот сверху. Друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Ну что, попробуем. Что у нас получилось? О, все приготовилось как надо. Немного жирка еще можно отрезать вот так вот. О, он очень вкусный. Вот так вот. Пробуем. Друзья, можно язык просто съесть. Это невероятно вкусно. Ну, я Жабсандал, давайте попробуем чуть-чуть его. Овощи на мангале — это невероятный гарнир, особенно к баранье. Друзья, пир есть, можно вкусно. Бараньи пистолетики поесть. Не зря тут мухи трутся, вообще просто не знаю, как их отгонять. Друзья, пир есть. Это я уже говорил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу в Телеграме. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, группу ВК. Всем пока, пока, пока.